Привет, друзья! Меня зовут Лошкарев Андрей, это проект «Все по умонастройке». Я продолжаю снимать строительство дома из СИП-панелей. И сегодня у нас 55-й, 56-й, 57-й, 58-й и 59-й день строительства. Точнее, не строительство, строительство дома у нас уже закончилось, коробка дома стоит, а ведутся внутренние и внешние работы. Как вы видите, друзья, крыша у нас закончена, то есть достаточно осталось сделать только наружную отделку, да, там сайдинг или еще что-то, и все, мы полностью от непогоды закрылись, дому ничего не угрожает. Но самое главное, сделана крыша. Да, хочу еще пояснить по поводу вот этих там 5 рабочих дней, там 55-й, 56-й, там 58-й, 59-й, значит, 2 дня делалась крыша, и сегодня 3-й рабочий день по работе с камином. Камин делается 3-й рабочий день. Пойдемте внутрь, я вам покажу, как делается камин. В принципе, сегодня выпуск будет о камине. Да, пока я на улице, покажу вам крышу. У нас тут идет снег. Может быть, даже сейчас пойдет сильный дождь. Может, не будет возможности. Вот, друзья, немножко снегом припорошило. Зеленая крыша из мягкой черепицы. Желоба не повешены, висят только крючки для водосточки. Значит, желоба и водосточку будут вешать люди, которые будут отделать стены. То есть, по-моему, здесь сайдинг будет. Значит, те, кто будет делать сайдинг, они водосточку сделают. Чтобы им водосточка не мешалась, ее сейчас и не ставили. Все, пойдемте внутрь, поговорим про камин. Ну что ж, друзья, я внутри. Я в большой комнате на 1-м этаже. Вот здесь такой строительный беспорядок, точнее порядок, но для обычного человека выглядит как беспорядок. Вот, значит, в углу у нас устанавливается, практически уже установлен камин, кассетный камин. Почему этот камин называется кассетным? Значит, камин можно сделать 2 способами. Можно целиком выложить его из каких-нибудь там кирпичей, а можно сделать его из вот такой готовой чугунной топки. Вот она, собственно, и называется кассета. То есть вот эта вся конструкция железная, то есть она к камину никакого отношения не имеет, к этой кассете. То есть туда кассета просто установлена. Точно так же вместо вот этих железной конструкции можно было выложить из кирпича площадку, установить вот эту вот коробку, вот эту железную, да, вот этот кассету, камин, и обложить его кирпичом. И получится у нас, то есть, кассетный камин, обложенный кирпичом. Здесь делается вот таким вот образом. На металлоконструкцию устанавливается, то есть на металлоконструкцию сделан вот такой вот короб из нержавейки. Вот, и внутрь установлена кассета, то есть это кассетный камин. Каким образом он функционирует, каким образом он протапливает помещение? Все очень просто. Значит, вы его топите как обычный камин, как обычную печку. Вот эта вся конструкция, вся эта кассета нагревается. Видите, чтобы больше поверхности, площади поверхности было, нагревающейся поверхности, сделаны ребра. Вот. Холодный воздух, здесь будет снизу дырка, холодный воздух будет подступать вот к этой разогретой этой кассете, нагреваться от нее и через трубы будет уходить в помещение. То есть вот есть труба, дымоход, да, через который будет отводиться дым, а есть трубы, вот конкретно вот эти трубы, это для нагретого воздуха,
как видите, он, то есть здесь отсвечивает. Дымоходная труба у нас заведена в саму кассету, а трубы вот эти вентиляционные, то есть по которым будет идти горячий воздух, они вот имеют отношение вот к этому коробу. И воздух у нас нагревается, и через вот эти трубы попадает в соответствующие там помещения, которые необходимо нам прогреть. Вот таким вот образом происходит нагрев воздуха и помещения. Вот эта труба у нас с теплым воздухом, она идет у нас на второй этаж. Я сейчас там чуть позже поднимусь и покажу. А вот эта труба, она у нас идет по первому этажу. Вот оно отверстие, туда будет заведена эта труба. Вот здесь она выходит и идет в комнату. То есть у нас здесь лестничная площадка, она отапливаться от этого дымохода, от этого канала не будет. Вот она идет туда через стенку в комнату. И вот здесь в комнате уже будет установлена вентиляционная решетка, из которой будет выходить теплый воздух, когда будет топиться камин. И вот в этом помещении будет тепло от камина. Вот такая простая конструкция. То есть камин топится, воздух нагревается, в комнаты горячий воздух поступает. Вот я вернулся на лестничную площадку. Здесь я не показал вам на втором этаже. Вот у нас на втором этаже точно такое же окошко. И оно идет в комнату, которая находится на втором этаже. Вот окошко у нас от воздуховода, от той трубы, которая у нас уходит на второй этаж. Вот она труба, которая ближе ко мне. Вот эта труба. От этой трубы у нас через вот эти отверстия, через вот эти окошки горячий воздух будет попадать в комнату на втором этаже. И там тоже будет тепло. Так, несколько слов про эти окошки. Так как там будет достаточно горячо, то выпиливается у нас в СИП-панели дырочка, да, отверстие, прикручивается гипрок, это гипрок белый, вот он гипрок, и к гипроку уже монтируется теплоизоляция, то есть с отражающей фольгой, там каменная вата, наверное, короче, вот теплоизоляция, которая по тем цифрам, которые написаны на упаковке, с этой теплоизоляцией выдерживает 1200 градусов. Да, кстати, мне тут каминщики сказали, ну люди, которые устанавливают здесь камин, что если здорово топить печку, то температура выходящего воздуха вот здесь может быть 200-250 градусов. Насколько это правда или нет, я не могу утверждать, потому что я это вживую не видел. В общем, если среди зрителей есть печники, скажите, может ли быть такое. А так, когда здесь это все дело затопится, мы приедем и посмотрим, насколько здесь горячий воздух фигачит в помещение. Так, давайте я вам еще расскажу про одну очень интересную штуку. Вот про эти короба из гипрока сделанные. Зачем они нужны? Значит, фишка в следующем. В деревянном доме установка камина происходит именно с использованием вот этих коробов. То есть в каменном доме, в кирпичном доме можно было вот эту теплоизоляцию прям к стене прифигачить и установить камин. То есть вот это вот, например, гипрочная поверхность является у нас каменной стеной. Да, кирпичной, либо там гипрочной. Вот, и мы к ней прям фигачим теплоизоляцию и устанавливаем вот таким вот образом камин. Но в деревянном доме совсем другая штука. Значит, по нормам, каким-то пожаробезопасным нормам, требуется установка вот этого короба. Что это за короб, я вам покажу на втором этаже, потому что там видно, как он выглядит. Значит, что я могу здесь сказать, пока я на первом этаже. Значит, у нас вот здесь, вот где мокрое пятно, в самой стенке, в гипрочной стенке, не вот где у нас фольга, а в гипрочной стенке будет вырезана дырка, чтобы воздух
холодный воздух, именно холодный воздух через эту дырку попадал внутрь этого короба. То есть внутрь вот этой коробки будет попадать холодный воздух. Зачем это нужно, сейчас я вам расскажу. Вот я поднялся на второй этаж. Смотрите, значит, для трубы, для дымоходной трубы делается у нас короб. Устанавливается дымоходная труба в сэндвиче, потому что он очень горячий, даже в сэндвиче. Вот он наш вентиляционный канал, по которому горячий воздух будет идти в комнату, которая вот у нас за стенкой. А вот у нас вот эта труба блестящая, вот она, с таким вот двойником. У нас воздух пойдет в стенку, и воздух пойдет вот в это помещение, в котором я нахожусь. Тут большая комната. Вот, поэтому здесь стоит двойник. Вот, по нему горячий воздух у нас идет. Так, зачем нам нужен короб? Так, сейчас картинка вроде как стабильная. Значит, вот смотрите, вот это металлический профиль нашего короба, который я вам показывал, гипрочного. Вот он гипрок, вот он белая прослойка. И на него смонтирована теплоизоляция. Она находится у нас вот в этом коробе. Вот он тоже здесь находится. Вот. Но сама стенка, как вы помните, на первом этаже, она чуть дальше. И вот мы ее здесь видим. Видите пространство? Вот оно, черное пространство, воздушное. Значит, изнутри у нас там прикручена теплоизоляция. Она прикручена прям к USB. То есть вот здесь используется вот эта вот прокладка. Вот она, прокладка. Как мне сказали, она называется суперизол. То есть это такой теплоизолятор. Он используется для прохождения перекрытия. Вот, поэтому он здесь у нас этот слой есть. А так по стене, вот по USB, вот внутри этой коробки у нас приколочен прям к USB вот этот вот теплоизолятор, вот эти маты. Вот, и как видите, там воздушное пространство. Вот, это воздушное пространство, оно у нас зачем нужно? Оно, оказывается, нужно для охлаждения короба. Оказывается, здесь, вот в этом коробе, несмотря на то, что у нас труба сэндвич, такая температура сумасшедшая, ну не сумасшедшая, то есть большая достаточно температура, которая, если бы мы сделали только одну теплоизоляцию, вот эту, то возможно в деревянных домах возгорание. Поэтому между деревянной стеной и вот каналом, вот этим вот каналом, каминным каналом, должно быть обязательно воздушное пространство. И холодный воздух с пола первого этажа, поднимаясь вверх, охлаждает у нас стенки короба, в котором установлена труба от нашего камина. Вот для чего нужен короб на первом этаже. Это вентиляционный короб, который защищает у нас стену деревянного дома. Повторюсь, в каменных домах такое не делается. Это делается именно в деревянных домах. Ну вот, а коробка вот этого дымохода, она будет отделана, теплоизолирована. Вот, чтобы, не дай бог, никакого возгорания не было, отделана гипроком. Вот, и внутри какой-то отделкой будет финишно дополнительно отделано. Вот, у нас сейчас ребята ждут погоды. Почему работа еще двигаются медленно? Плохая погода, и никак не открыть у нас дырку на крышу, иначе здесь будет потоп. Утеплитель намокнет. Короче, ждем хорошей погоды, чтобы открыть отверстие в крышу и продолжить делать трубу уже на крыше. Так, сейчас я вам покажу трубу на крыше, то есть короб для трубы на крыше. То есть у нас до самого верха пойдет сэндвич. Вот у нас вот этот сэндвич, да, дымоходный. Он пойдет у нас до самого верха. И вот на крыше, наверху, этот сэндвич пойдет вот в такой коробке. Вот в такой коробке. Сейчас я вам покажу, как эту коробку делают.
Вот здесь она не зашита. Из гипрочных профилей делается вот такой вот короб. Внутрь укладывается теплоизоляция. Видите, фольгированная теплоизоляция. Вот. И снаружи она у нас закрывается нержавейкой, нержавеющим коробом. Оцинкованным коробом. Вот. То есть вот из оцинковки обшивается. И получается у нас такая коробка. Зачем такая замысловатая конструкция нужна? Не проще ли было просто вывести трубу? Конечно, можно было бы проще вывести просто трубу, но есть ряд негативных факторов. Во-первых, зачем здесь теплоизоляция? Она нужна для того, чтобы здесь не скапливалось много конденсата. Если у нас здесь будет голое железо, а как мы знаем, сэндвич у нас дымоходный, очень горячий, то здесь будет конденсата очень много. И реально будет заливать печку. Ну, кто с этим сталкивался, знает. И поэтому этот короб надо вот таким образом теплоизолировать, да, утеплить, чтобы сместить точку росы, чтобы у нас здесь внутри короба ничего не конденсировалось. То есть на внутренних поверхностях. Вот, для этого этот короб и теплоизолируется, вот, утепляется таким вот образом. Плюс этот короб достаточно жесткий. То есть очень распространены истории, когда снегом, невзирая даже на снегозадержатели или от сильного ветра, трубы просто сворачивало. Не помогали даже растяжки. То есть этот короб достаточно мощная конструкция и очень может выдержать значительное воздействие непогоды. Вот, поэтому здесь ребята так заморачиваются, делают вот такие короба, теплоизолируют их. И потом этот короб будет у нас торчать на крыше. И уже по вот этой вот, по железу будет делаться какая-то отделка под крышу. Там, либо камнем, ну не знаю, короче, мы увидим, как короб трубы отделают. Так, друзья, я нахожусь в комнате на втором этаже, куда у нас выведено вот это отверстие для отопления от камина. Значит, это у нас вот там в дырке светится лестничная площадка типа. Значит, я хотел вам рассказать про расположение. Значит, чем ниже находится отверстие, вот, через которое будет попадать теплый воздух, тем лучше. Потому что теплый воздух попадет в помещение, будет подниматься наверх, таким образом будет как-то перемешиваться с воздухом в помещении. Если вот этот теплый воздух, вот это отверстие сделать под потолком, то помещение нагреваться не будет. Ну, будет нагреваться очень плохо, потому что теплый воздух будет находиться и концентрироваться наверху, а холодный будет внизу. Поэтому отопительные вот эти вот вентиляционные штуки нужно располагать как можно ниже. То есть на первом этаже, вот как выглядит на первом этаже высота вентиляционного отверстия. У нас он расположен где-то на высоте метр 20, наверное, метр 30. Это такой предельный уровень, от которого можно начинать. То есть выше делать бесполезно. То есть выше там, на высоте 2 метров, 1,80 м делать их бесполезно. Воздух будет подниматься вверх, помещение будет холодным. Вот, друзья. Так что располагайте их внизу. Ну вот, друзья, что касается камина, наверное, это все. Если у вас есть вопросы, задавайте, потому что я сюда приеду еще в понедельник, во вторник, когда ребята будут доделывать, и я могу задать вопросы, которые вам непонятны вот в той конструкции, которую они делают. Не надо меня спрашивать про все виды каминов, я про это не знаю. Мне про это рассказали, я с этим познакомился. Вот, и вопрос именно по этой конструкции можно задать и получить, так сказать, интерактивный ответ. Прожектор светит в глаз. Тут освещение только прожекторное. На улице потемнело. Если стоять не под прожектором, ничего не видно, вам ничего не будет видно. Короче, друзья, в общем, с камином это все. Здесь, на этом объекте, еще появилась такая небольшая странность. Начала проступать кое-где вода. Вот, в некоторых стыках, уголках. Я вам сейчас покажу эти моменты. То есть в компанию заказчик, то есть собственник этого дома, заказчик, эти вопросы уже задал в компанию производителя этих домов. Вот, они должны им ответить причину возникновения этой влаги.
Вот, но тем не менее, она в таких вот непонятных, подозрительных каких-то местах, точнее, в непонятных местах подозрительно как-то появилась. Откуда она появилась, что это за вода, непонятно. Значит, одно могу сказать, что когда здесь не было крыши, были перекрытия, и когда шел дождь, то с перекрытий капала вода со швов. Короче, стыки, вот эти вот пропененные стыки в СИП-панелях, они под воздействием, так сказать, хорошей воды протекают. То есть реально, вот где монтажная пена, там выступают капельки воды. Не то, что там льется все. То есть там выступают капельки воды. И то есть через швы, я точно знаю, что через швы в СИП-доме вода пройти может. Вот. Если она таким образом попадает внутрь помещения, вот в дом, то увлажнение с другой стороны должно быть таким конкретным. Вот, поэтому интересен ответ на этот вопрос, откуда появилась эта вода. Вот, а где она появилась, я вам сейчас покажу. Вот я нахожусь в большой комнате на втором этаже. Вот где у нас тут камин делается, да, проходка камина. Видите, в углу небольшое мокрое пятно. То есть вот если рукой потрогать, здесь влажно. И здесь влажно именно швы. То есть вот где вата, да, вот пена монтажная, она мокрая. Вот, то есть вот здесь есть такой момент. Здесь сухо. Где-то здесь еще по стене был такой момент. Вот здесь шов влажный. И около окон. Значит, около окон. Вот. Нет, здесь у нас все нормально. Здесь у нас все нормально. Где-то я здесь еще видел. Вот. И самое интересное, что, например, вот в этом углу, да, сухо. Да, шов сухой, угол сухой. Вот. А в том углу прям вот небольшая лужица. Также вот на втором этаже, здесь, правда, плохо видно, вот насколько у меня тут светит экранчик, тоже вот угол сырой, вот прям вот цвет USB, видите, изменился, но самая большая концентрация влаги у нас идет от шва, то есть от пены монтажной. Причем это у нас внутренняя стена, да, непонятно почему вот угол здесь сырой. Вот, также вот у нас здесь шов влажный. И как-то это все внизу, то есть вот здесь на середине стены ничего нету и наверху. Все внизу, такое ощущение, что откуда-то все-таки идет протечка. Вот здесь, видите, угол. Да, вот здесь это все мокрое, влажное и влажный шов. Так. И вот в этой комнате, вот здесь у нас, видите, прям вот вода. Откуда она здесь появляется? Вот, непонятно. Может быть, конденсат от окна. Вот здесь, видите, окно мокрое. Вот, потому что очень много конденсата. Вот, и может быть вот здесь через стык, через шов как-то здесь натекает. То есть, возможно, причина возникновения влаги здесь это конденсат от окон. Но в тех помещениях окон нет. Окон нет, а лужи есть. Вот видите, окон нет, а влажность есть. Ну вот, друзья, в каких-то таких вот местах, то есть то в одном углу, то в другом углу появляется вода, да, то есть в одном углу есть вода, в другом нету. Хотя снаружи я ходил, смотрел,
Там просто темно, вы уже ничего не увидите, я не могу вам показать, в следующий раз покажу. То есть снаружи стены выглядят одинаково, но почему-то один угол течет, а второй угол не течет, вообще непонятно. Либо посреди стены отдельный шов течет, откуда там вода, непонятно. Вот такие загадки. Надеюсь, что мы скоро получим ответы. Мне самому интересно. Я не знаю, откуда там вода. Все, друзья, с вами был Андрей Лошкарев. До скорых встреч. Пока!